Здравствуйте, мои дорогие зрители, здравствуйте, мои дорогие подписчики. Приветствую вас на своем канале. Кто первый раз заглянул на мой канал, добро пожаловать. Пожалуйста, нажимайте колокольчик, подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать мои следующие видео. Мои дорогие регулярные зрители, мои дорогие подписчики, я вас приветствую, очень вам всем рада. Спасибо вам еще раз за вашу поддержку, за все комментарии, что вы пишете под видео, за то, что не забываете писать слова благодарности под видео, чтобы уравновесить нашу с вами энергию в общих раскладах. Это мне очень важно. За то, что пишете, как проигрываются расклады, да, постоянно какие-то комментарии читаю. Спасибо вам большое, дорогие девочки. Это очень важно в моей работе. Сегодня решила сделать расклад по вариантам. Будет 3 варианта. Ну, к сожалению, вот эти видео по вариантам не очень популярны на моем канале. Не знаю, то ли вам не нравятся длинные видео, да, то ли что. Пожалуйста, напишите в комментарии, почему именно такой формат вам не очень удобен, да, не очень нравится. По популярности они проигрывают такие видео. Вот. Хотя я каждый раз прикрепляю тайм-коды в первом комментарии закрепленном, да, на первый, второй, третий вариант, где можно не смотреть все варианты, не искать, а сразу по тайм-коду перейти. Да. Ну, вот интересно ваше мнение. Почему же все-таки не очень такие видео интересны? Я думаю, потому что они очень длинные. Как правило, чем длиннее видео, тем меньше просмотров. И тема нашего видео, я отвлеклась, извините, будет «Что меня ожидает этой осенью?». Пожалуйста, настраивайтесь, выбирайте, какая колода вам больше нравится. Первый, второй, третий вариант. Да, а мы посмотрим, что же вас ожидает этой осенью. Да, делайте выбор. И я начну с первого варианта. Итак, первый расклад у нас будет выполнен на вот такой красивой колоде Таро ангелов, называется. Я люблю эту колоду. Все 3 колоды очень люблю. Все очень говорящие, все очень красивые. Вот. Настраивайтесь, пожалуйста, на расклад. Расклад, как всегда, будет общий, конкретно вашу ситуацию. Я не знаю, карты я читаю в общем. Но общие мои расклады работают так, что каждый, кто смотрит, услышит именно то, что касается конкретно его в момент просмотра. Вот когда вы нашли это видео, открыли, начали смотреть, да, вот тогда оно будет работать. Но в любом случае мы смотрим с вами на эту осень. Да, тема наша звучит так, что вас ожидает этой осенью. Итак, давайте смотреть. Вы все время думаете о каких-то отношениях, о любовных отношениях, да, о том, что было, вспоминаете, да, скучаете, может быть, по кому-то. Вы сейчас либо не дома находитесь на расстоянии, либо в разлуке с человеком, о котором думаете. Такое тоже может быть. Здесь какие-то противоречия, да, какое-то неспокойное у вас, неспокойная ситуация, может быть, думаете о какой-то еще поездке, да, но вот вас вот эти мысли мучают, да, вы чего-то опасаетесь, да, боитесь, может быть, что-то потерять, либо думаете, что уже что-то потеряли, какие-то возможности, какой-то шанс, либо что-то, кого-то, да, я не знаю, чего тут касается, но вы неспокойная, вот. Вы постоянно кого-то вот можете вспоминать, о чем-то думать, анализировать, да. Вот. Хотите, может быть, помириться. Перевернулась карта. Думаете о своих чувствах. Женщина вы чувствительная, да, влюблены, возможно, сейчас. Вот. Чувственная, нежная, прекрасная, шикарная женщина с глубоким внутренним миром, которая уделяет огромное внимание своим эмоциям и эмоциям других людей. Сострадательная женщина вы, да? Может быть, сейчас такая ситуация, где вы должны кому-то помогать, сострадать, участвовать, давать советы. Такое тоже может быть, да? Так, давайте еще что. Ну, здесь у вас, понимаете, сейчас какая-то ситуация была сложная, где, может быть, пришлось
от чего-то отказаться. Что-то, может быть, было потеряно, разрушено. Здесь сделать вы ничего не могли. Если такое у вас произошло, имейте в виду вот по ситуации, да, касательно это отношений, да, деловой активности, каких-то бытовых проблем. То, что вот сложности какие-то возникли, утраты, потери, испытания, да, что, ну, я не знаю, у каждого свое, да, предотвратить вы это никак не могли, имейте в виду. Поэтому даже если бы вы как-то что-то по-другому себя вели, ситуация все равно сложилась точно так же бы. Вот здесь ничего изменить нельзя было. Дело здесь, скорее всего, все-таки касается чувств. Вот. Ну, может быть, и не только чувств, а мужчин тут еще какой-то замешан, да. Вот. Но здесь не переживайте, вы, возможно, да, ну, у кого-то такой вариант, были парой, и что-то пошло не так, но чувства там у вас были, и чувства еще есть у вас, но повлиять на ситуацию вы никак не могли. Тут все равно бы так случилось, говорят нам карты. Вот. Ну вот вы вся вот такая сейчас, вот ваша, да, состояние, больше думаете, может быть, где-то, знаете, здесь как еще сейчас, что, может быть, вы стали больше обращать внимание на свои потребности, на свои интересы, свои чувства. Такое здесь тоже может быть, что раньше для других, да, там, семья, для пары, для своей, для детей, возможно, да, там, я не знаю, для родителей, а сейчас вы думаете о себе больше. Почему? Ну, потому что вот так вас научила уже вот последние события, жизнь, да, вот все как складывалось. Где-то, может быть, вы стали эгоистичной, но это не значит, что вы бесчувственная или что-то более жесткое. Ну, так жизнь заставляет, учит нас, да. Вот. Ну, давайте к нашему основному вопросу перейдем. Что же вас ожидает все-таки этой осенью? Вот, давайте смотреть. Смотрите, будет очень много планов у вас. Может быть, сейчас уже начали вы строить планы, планировать, да, строить, мечтать, планировать. Ну, не могу вам сказать, что все эти планы сбудутся, все получится, да, сложности какие-то будут. Может быть, они уже сейчас, эти сложности, начались какие-то, да. Вот. Здесь может быть что-то связано с финансами, с какими-то изменениями на работе, с изменением финансового материального положения, да, что что-то, может быть, пойдет не так, как вы планируете, не так, как, ну, как сейчас это видите, да, может быть, меньше заработок чуть станет или по каким-то причинам встанет, да, что-то будет, либо, может быть, знаете, не будете ощущать должного внимания к себе. Такое тоже может быть. Но вот эти испытания, они не будут долгими. То есть это будет какое-то некомфортное положение, да, сложности, трудности, да, но недолго, потому что десятка – это уже последняя карта, то есть они уже к завершению, то есть позади уже вот этот этап, у вас там башня, да, уже была, то есть уже вот эта сложность, уже то, что вот пришлось, да, смириться, ну, пережить уже, да, то, что вот было такой неожиданностью, может быть, для вас, да. Вот здесь вы как-то либо переключитесь на вопрос финансов, да, больше отвлечетесь, либо, в принципе, вот эта ситуация не будет долгой. Да, что еще вас ждет? Вы знаете, на самом деле энергетика-то будет у вас очень сильная. Вы, видимо, вы сейчас очень сильно работаете над собой, над своей самооценкой, над своим внутренним миром, да. И чувствовать вы себя будете достаточно уверенно, то есть вы будете чувствовать себя увереннее, чем сейчас, еще сильнее. Почему? Ну, может быть, партнер вам эту уверенность придаст, да, либо, да, вот вы вместе, где не можете друг без друга, вы вот так вот кого-то приручите, возможно, да, и это даст вам силы, потому что это не случайно будет встреча, либо уже, может быть, у вас есть такой партнер, да. Девятка пентаклей, ну посмотрите, все-таки деньги-то будут. Может быть, не так, как вы рассчитывали, но все-таки деньги будут. Рассчитывать на то, что прям будет все плохо, нет, здесь не будет все плохо. Либо второй вариант, вы себя почувствуете более ценной, более шикарной женщиной, и это даст вам почувствовать мужчина.
да, вот рядом, который будет, либо окружение ваше, как-то сложится так обстоятельства. Звезды, начнете на самом деле от вот просто планов, да, мечтаний, мыслить более масштабно. Либо планка ваша поднимется, да, вы поймете, что вы достойны лучшего и большего здесь, либо просто посмотрите на мир другими глазами. Да, вот так изменится обстоятельства, что поймете, что то, что вот о чем мечтали, там, планировали, уже будете по-другому мечтать и планировать, да, и то, что далеко было и казалось, что это может быть как-то невыполнимо, уже станет более реальным. Такое тоже может быть. Перемещения здесь тоже могут быть куда-то. Так, что еще вас ждет? Давайте смотреть в личной жизни. Вот это все так в общем у нас, да, в личной жизни что? Страсть, может быть, в личной жизни, страстные отношения, причем такие страстные, как где, знаете, препятствия, страсть, выяснение, да, рассуждение, что-то мешает, что-то не дает, кто-то палки в колеса вставляет. Отношения будут развиваться, если они у вас есть, да, но над ними нужно будет трудиться, вкладываться, не ждите там прям яркого сразу, да, разрешения всей ситуации. Хотя вот здесь карты говорят, что тут возможна трансформация. И вы знаете, трансформация возможна. У кого-то здесь, может быть, будет уход, вы решите уйти от партнера, переезд, отъезд, разлука, да, ну, потому что так сложатся обстоятельства. Это, избежать этого вы не сможете. Вот, то есть вы не готовы, да, разрывать отношения, ни вы, ни он. Страсть есть, но препятствия, которые уже были, это ничто не новое, то есть они уже были, эти препятствия, да, и будет вот вынужденная какая-то, либо вы двинетесь вместе куда-то в новое направление, к новым берегам, к новым целям, к новым задачам, да, по-другому посмотрите. Здесь, когда старое остается позади, и новое впереди, а новое неизвестно. Вот так вот здесь. Ну-ка я дотяну еще карту. Ну, вы знаете, это на самом деле все будет к лучшему. Здесь либо, может быть, вы двинетесь к новому мужчине, к другому мужчине, огненному, страстному, активному. Здесь либо, может быть, будет приезд, встреча с мужчиной, с которым вы ждете встречи, да, о ком думаете. Такое тоже может быть. Встреча яркая. Он, может быть, приедет, может быть, вы приедете. Здесь, видите, сколько карт на приезд, отъезд, да. Такое тоже может быть. Так, давайте еще посмотрим, что еще. Ой, восьмерка жезлов. Вы знаете, вы будете находиться под защитой высших сил, под защитой Бога. Вами будут, не переживайте, вас не оставляют. Все, что происходит, все происходит не случайно. Да, все, ну, как бы движется, как движется. Не ждите каких-то изменений, да, вы будете, ну, вы знаете, ваше состояние будет стабильное, но знаете, без особого развития каких-то событий, без особых инициатив, может быть, с вашей стороны, вы примете ситуацию как есть вот здесь. Да, либо, может быть, вы уже знаете, что это неизбежно, да, что-то. Почему? Потому что будете двигаться к своему комфорту, счастью, и вы знаете где-то в глубине души, что это все на благо вам, потому что так лучше. Здесь, может быть, семья восстановится у кого-то отношения восстановятся, да. Кто был в разлуке, будете вместе, обретете любовь и поймете, что действительно ценно для вас. Да, у кого-то, может быть, здесь будет новая встреча, но для этого вам, вы понимаете, делать ничего не нужно. Да, то есть оно само как-то произойдет, случится. Да. И вот все сложности, переживания, страдания ваши, может быть, сомнения, неуверенность в себе останутся позади. У многих здесь будет встреча все-таки с мужчиной, или связано это как-то с мужчиной, королем чаш. Там у нас огненной стихии был мужчина, здесь водный по основному знаку, либо по асценденту проигрывается, да. То есть что-то будет связано с этим мужчиной. Вот.
Может быть, вы с ним ссорились, с этим мужчиной, и вот будет с ним встреча, возобновление отношений, да, может быть, чего-то боялись, а на самом деле все окажется не так, да, и ситуация на самом деле не такая, как вы себе представляли, и будет какая-то хорошая новость, сообщение от него, да, либо просто хорошая новость, сообщение, может быть, он выйдет на связь, возьмет на себя какую-то ответственность, наконец-то, да, вот, ну-ка. О, ну и вы смотрите, вы будете здесь в энергиях императрицы, в энергиях уверенной женщины, прекраснейшей, да, женщины любящей, женщиной, которую любят, которые восхищаются, которая привлекает мужчин, женщиной, женой, женщиной, матерью. У кого-то здесь беременность возможна, да, кто планирует. Имейте в виду, эта карта обычно говорит об этом, да, но чувствовать вы будете себя прекрасно. Понимаете, вот в женской энергии будете находиться очень сильно. Ну, там у нас еще и сила, да, выходила. Может быть, обретете, восстановите семью, да, у кого-то. Может быть, встретитесь после долгой разлуки, да, будете вместе. Может быть, будет встреча. Будете пытаться обрести гармонию, да, наладить что-то, или оно само будет как-то, да, урегулироваться. Вот. Будете думать, взвешивать. Действовать, на самом деле, здесь карты советуют. Не торопитесь, взвешивайте все. Посмотрите, одни старшие арканы. И колесница здесь, да, что у кого-то действительно здесь будет поездка, у кого-то здесь будет вот встреча с любимым, с которым вы либо на расстоянии, представители разных национальностей, религий, рас, живете, может быть, в разных странах, городах, континентах, да, абсолютно разного социального статуса либо возраста, разные, но так вы вместе. Поэтому не беспокойтесь, все, что будет происходить вам во благо, да, и по вот этому раскладу, да, вот просто не будет. Но худшее уже позади, и ситуацию изменить вы не могли. Не знаю, чего это касается, да, пожалуйста, кто может, напишите, пожалуйста, в комментариях, чего конкретно у вас это касалось, что произошло. Но осенью, да, вас ждет, сильная энергетика вас ждет, больших потрясений не будет, да, может быть, все прям, да, как по маслу не будет развиваться, там, складываться, но плохого тоже ничего не будет. И давайте я сейчас достану карты совета для вас на эту осень. Ну-ка, посмотрим, что же посоветуют вам. Так, совет. Смотрите, будьте готовы к изменениям. Имейте в виду, что по вот этому старшему аркану, вы знаете, Бог видит вас, любит вас, охраняет вас. Ваши обидчики, если такие есть, получат по заслугу. В этом вы можете даже не сомневаться. Все, что происходит, оно не случайно. Да, кто ждет здесь приезда, либо сам куда-то хочет поехать, да, будьте уверены в себе, не сомневайтесь, и это состоится. Приедет к вам мужчина, либо, да, будет какая-то встреча. Но так происходит, потому что так нужно. Вы знаете, не торопите события, не тратьте большие суммы денег, немножечко, да, здесь может всего хотеться, но себя немножечко контролируйте, может быть, где-то стоит чуть меньше тратить, да, поэкономить по этой карте. Ну-ка, еще одну дотяну. Посмотрите, король мечей. Здесь
будет либо встреча с каким-то мужчиной, королем мечей, мужчиной воздушного знака по основному знаку, либо по асценденту, да. Здесь может быть, будет встреча с мужчиной, с которым отношения на расстоянии по переписке, да, с которым сейчас не вместе вы находитесь. Вот. При этом вам советуют не ревновать, да, не следить. Если отношения на расстоянии у вас по переписке, продолжать эти отношения, не развивать, ой, не разрывать, извините, вот, и посмотреть, что будет дальше. Ну, вот такой расклад у нас получился, да, непросто, то есть много очень информации, информация разноплановая пришла, да, но я думаю, что вы поймете, о чем речь. В конкретно вашем случае. Вот. Пишите, пожалуйста, какая конкретная ситуация у вас, как конкретно у вас проигрался этот расклад, да, что было, что происходит. И вообще пишите, пожалуйста, в комментариях всю информацию, которую вы хотите поделиться со мной, либо с другими зрителями и подписчиками. Я желаю вам прекрасного состояния, прекрасной энергии в сентябре, октябре и ноябре, этой осенью, да, чтобы вы были здоровы и счастливы. Огромного вам счастья, большой любви. Прощаюсь с вами. До свидания. Перехожу к следующему раскладу. Итак, сейчас будет расклад номер 2, второй вариант. Для тех, кто выбрал вот эту прекраснейшую колоду Таро «Колесо года» называется. Нравится она мне, очень яркая, красивая. Художник все очень красиво нарисовал. Говорящие очень карты. Расклад, как всегда, будет общий, конкретно вашу ситуацию я не знаю. Карты я поэтому читаю в общем, но все расклады у меня на канале работают так, что каждый, кто смотрит, услышит именно то, что касается конкретно его в момент просмотра. Вот когда вы нашли это видео, да, вот тогда вас это касается, да, и вы обязательно услышите что-то, что должны услышать. Вот, поэтому верите, не верите, пожалуйста, посмотрите, проверьте. Также я рекомендую, если вас интересует эта тема, смотреть расклад от начала до конца. Информация идет на протяжении всего расклада. Так, давайте начнем. Что вас ожидает этой осенью? Давайте посмотрим вас сейчас. Угу. Вы знаете, вот в предыдущем варианте первой картой у меня вышла именно эта карта, шестерка чаш тоже. Вы сейчас постоянно думаете либо о том, что было, да, что-то произошло, об отношениях, может быть, да, о любви, о любовных отношениях. Думаете, вспоминаете, скучаете, может быть, по мужчине, да. Хотите помириться, хотите восстановить отношения, да, хотя, может быть, здесь кто-то и готовится к свадьбе, такое тоже может быть, да, но здесь хотите обрести гармонию, хотите, чтобы, может быть, исполнились какие-то заветные мечты, о которых мечтали, да, строили планы, вот, хотите обрести комфорт, может быть, кто-то ждет выздоровления, здесь тоже такое может быть, да. Умеренность у вас. При этом вы сейчас как-то никак ситуация, может быть, не развивается, вы находитесь в подвешенном состоянии, да, где, может быть, из пустого в порожнее, где-то, может быть, ищете комфорт, равновесие, гармонию, взвешиваете ситуацию. Состояние ваше, вы знаете, вроде бы как стабильное, комфортное, а в то же время внутри много что вас беспокоит. Вы ищете вот этот баланс, и пока вы его не нашли.
Да, давайте еще посмотрим, что это дело касается здесь какого-то мужчины, да, либо может быть мужчины воздушной стихии по основному знаку, либо по асценденту, энергичному, активному, да, ревнивому мужчины, храброму такому мужчине, конфликтному, да, мужчины, к которому отношения, может быть, на расстоянии по переписке, да, ревнивый мужчина может быть. Да, здесь, ну, какой-то раздражающий фактор с этим мужчиной, да, что-то, что вас беспокоит очень, что-то, может быть, произошло, да, может быть, у вас какие-то подозрения, ревность вас терзают, такое тоже может быть, вы поссорились с этим мужчиной, да, а может быть, этот мужчина просто не оправдал ваших надежд, вы ждали от него какой-то помощи финансовой, да, может быть, да, какого-то участия, поддержки, не только финансовой, да, просто поддержки, он вас разочаровал этим, возможно, да, либо, может быть, сейчас вы ожидаете от него чего-то, что пока не происходит, да, может быть, у мужчин не хватает финансов, такое тоже может быть, да. Так, ну давайте смотреть, а что же вас ожидает этой осенью? Так. О, колесница. Вы знаете, события будут развиваться, ситуация будет меняться, жизнь ваша будет меняться, да, ну-ка. У кого-то, может быть, здесь поездка, переезд будет, да, какие-то перемещения. Но на самом деле очень хорошие перемещения. Туз Пентаклей – это на самом деле шанс для вас. Кто здесь, да, представители с вашим мужчиной разных национальностей, культур, да, разных, может быть, рас, живете в разных городах, в разных странах, на разных континентах, представители разных религий, да, разного возраста абсолютно, видите, но вы вместе, как бы вы связаны, пока ваша связь не разорвана. Будет какой-то либо шанс встретитесь, да, что-то как-то сложится, либо, если это касается какого-то развития событий, да, каких-то перемещений, будет успешным это. Это как бы вам шанс дается свыше, не упустите его. Но будьте внимательны, не переживайте так сильно, если что-то, да, там, ну, то есть не бойтесь, может быть, потерять. И не теряйте надежды здесь. Вы думаете, что все, например, разрушено, да, не вернуть, но на самом деле шансы еще есть. То есть неудача была несколько раз, но впереди вас ждет успех. Понимаете, здесь так. Кто, да, вот, ну, не верит в то, что светлое что-то впереди, вот эти мысли нужно отбросить, говорят нам карты. Да, что тут еще? Вот то, что произошло у вас, какая-то тяжелая ситуация, тяжелые обстоятельства, разрыв, развод, расставание, потери чего-то, да, вот просто когда жизнь, да, пошла наперекосяк. Может быть, у кого-то болезнь, да, у кого-то, ну, просто какие-то проблемы, сложности. Вот и вы сейчас думаете, что, наверное, я была не права, я как-то неправильно делала. Если у вас есть такие мысли, имейте в виду, вы ничего не могли тут изменить. То есть вот если вы приняли ситуацию и просто, как бы, да, в тот момент поняли, что вы ничего сделать не можете, смирились, да, вот это была правильная позиция. Не нужно себя за это винить. Это был самый наилучший вариант, да, самый наилучший вариант разрешения вообще всей ситуации. Если, может быть, вы разорвали, разрубили, да, жестко себя повели, никак себя за это не вините, да, вы это делали для того, чтобы оставаться, вы знаете, как бы позаботиться о себе. Вы действовали в собственных интересах, в интересах стабильности. Ничего здесь плохого нет. Берегите свои чувства, все правильно здесь, да. И на самом деле ведь чувства есть, и чего-то вы ждете. Вот ждете чего-то, да, и
будете ждать разрешения вот этой ситуации, да, вот этой сложной ситуации. Я не знаю, девочки, чего касается. Если можете, пожалуйста, напишите в комментариях, да, чтобы разобраться, понять, что произошло. Ну вот что это по вот этой карте башни, у кого что проигрывается, что за ситуация, да, как вы подействовали. Вот, просто, ну, мне это важно в работе, чтобы понять, да, как в дальнейшем считывать информацию правильнее. Вот. Здесь, вы понимаете, вот ситуация, она будет разрешаться. Вы увидите, причем от вас здесь вот не нужно думать, как вам и что делать. Примите просто эту ситуацию, и вы ее примете на самом деле, потому что, ну, от вас здесь ничего не зависит. Не знаю, чего это касается. Не знаю. Ну, вот такой канал открылся, такая информация пришла. Давайте посмотрим, а что вас ждет конкретно в личной жизни. Ага. Так, ну сейчас вы себя не очень хорошо, комфортно почему-то чувствуете, либо, может быть, да, переживаете, скучаете, кто-то в разлуке ревнует, состояние почему-то у вас нестабильное, может быть, болеете, может быть, он болеет, да, может быть, кто-то вынужден был расстаться, уехать, поссорились, да, либо планирует кто-то куда-то перемещаться, ехать. Ага, но на самом деле в личной жизни это все будет, понимаете, несмотря на вот эти все сложности, это все будет для того, чтобы вы стали сильнее. Здесь, может быть, встретите партнера старше, либо, может быть, ваш партнер старше, да, мужчина, здесь законный супруг, может быть, с которым вы что-то, да, к которому вы поедете, либо он к вам приедет, либо что там, да, что-то такое, может быть, с которым какие-то были нелады. Что еще? Будет какая-то трансформация происходить, изменения какие-то будут происходить. Какие? Изменения, вы знаете, положительные будут в личной жизни. Здесь либо действительно вы встретите любовь, кто-то еще, вот видите, вот встреча с таким молодым прекрасным мужчиной, да, может быть, моложе вас, просто моложавый, активный, романтичный, влюбленный, да, такой эгоистичный где-то мужчина, влюбится в вас этот мужчина, либо сейчас уже, может быть, есть такой у вас, да, рядом, будут, ну, будут изменения какие-то касательно его, либо встречи с таким мужчиной, либо, может быть, этот мужчина предложит законные отношения, законный брак, да. Почему? Потому что любит вас, потому что вы пары. Может быть, вы встретите свою пару, может быть, помиритесь со своей парой. Но здесь, вы знаете, вы примете его. Есть такой мужчина, если вы знаете, о ком сейчас речь идет, да, то, не знаю, поймете, что им двигало, почему, да как, да что. И если это будет новый мужчина, гармоничные будут отношения, вы по судьбе друг к другу. Здесь не случайно все будет. Что еще? Давайте-ка смотреть, вас ждет. Вы знаете, стабильность будет, некая стабильность в личной жизни. Да, может быть, никаких ярких прям вот, да, там вихря страсти, эмоций, может быть, и не будет. Но здесь, посмотрите, влюбленная. Будет у многих здесь судьбоносная встреча с кармическим партнером. Кто вот знает, что он находится в любовном треугольнике, ситуация здесь как-то прояснится. Да, вот, ну, вы проясните ее для себя, эту ситуацию. У кого-то здесь отношения кармические, вот будет либо встреча с кармическим партнером, либо вы поймете, что ваши отношения, вы даны друг другу свыше по судьбе, да, прекрасная карта, прекрасная, понимаете, вот личная жизнь, посмотрите, какая красивая, что вас ждет осенью в личной жизни. Встреча с любимым, воссоединение, свадьба у кого-то, да, у кого-то просто яркие отношения, прекрасные, гармоничные, любовные отношения, да, с мужчиной. Такой красивый расклад, мощный. Такие карты великолепные выходят, да, понимаете. Ну, здесь, понимаете, какие-то... Вот какая-то разлука все-таки у вас есть вынужденная почему-то, либо какие-то переживания, да, может быть, у кого-то какая-то поездка планируется, или расставание, или что-то, да. Так, ну-ка еще дотяну.
переживаете. Вот вы сейчас, да, переживаете, но вот эти переживания, они должны подойти к концу, то есть как-то все определиться. Да, либо денежные вопросы здесь, либо король пентаклей, мужчина земной стихии, будет, да, как-то на это влиять. Может быть, мужчина тот же, который водной стихии у нас здесь, да, земной, более возьмет ответственность, поможет финансово, деньги придут ему, да, в личной жизни, проявит инициативу какую-то, выйдет на связь. Такое тоже может быть. И в связи с этим будет закончены вот эти ваши переживания, да, неуверенность какая-то, страдания. Вот. И вы знаете, у кого-то здесь будет либо законный брак, либо законный развод. Кто чего ждет, такое тоже может быть. Но ситуация как-то прояснится и станет все на свои места. Понимаете, здесь вот об этом, да, вот все как-то станет на свои места, честно будет, да, как должно быть. Поэтому вот принимайте так ситуацию. Ну, давайте смотреть, знаете, что совет вам. Какой совет дадут вам высшие силы на предстоящие 3 месяца, сентябрь, октябрь, ноябрь, осенний, да? Ох, вы посмотрите, будьте уверены, Бог любит вас. Высшие силы на вашей стороне не помогают, защищают вас, ведут вас, охраняют. Понимаете, все ваши обидчики, если такие есть, получат по заслугам, не переживайте. То, что происходит с вами, это тоже, возможно, отработка кармы, да, возможно, ну, то, что вот как бы было раньше, да, теперь повлекло вот эти ситуации. Такой тоже может быть, но не у всех. Дальше двигайтесь к своей цели. Вы сможете преодолеть препятствия. Препятствий не так много. Кто к чему стремится, кто о чем мечтает, у кого какие цели, да. Но вы сможете преодолеть все препятствия. Верьте в себя, будьте уверенны, двигайтесь вперед, стройте отношения, работайте, да, вкладывайтесь, стремитесь. Труд будет над отношениями, да, над карьерой, над учебой. Да, он будет кропотливым, сложным, трудным, но не отступайте. У вас все получится. Впереди вас ждет успех. Об этом говорят вам высшие силы. Ну, вот такой расклад у нас получился. Я вам желаю прекрасной осени, прекрасной энергетики для вас этой осенью, чтобы вы находились в гармонии с собой, в гармонии с окружающим миром. Доверяйте Богу, да, Он любит вас. Любите, будьте любимыми. Здоровья вам и благополучия, любви и огромного счастья. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До свидания. Перехожу к следующему варианту. Перехожу к третьему варианту, к тем, кто выбрал вот эту прекрасную колоду, которая называется «Магия наслаждения». Да, Таро «Магия наслаждения». Люблю очень эти карты, очень они красивые, яркие, говорящие, ни на что не похожие. Вот. Пожалуйста, настраивайтесь на расклад. Расклад, как всегда, будет общий, конкретно вашу ситуацию я не знаю, поэтому карты я читаю в общем. Но мои расклады, да, у меня на канале работают так, что каждый, кто смотрит, услышит именно то, что касается конкретно его в момент просмотра. Вот когда вы нашли данное видео, открыли, да, тогда вы обязательно услышите то, что касается конкретно вас. Итак, также, если вас интересует данная тема, смотрите расклад от начала до конца. Информация идет на протяжении всего расклада. Что вас ожидает этой осенью? Давайте посмотрим. Вы сейчас. Королева мечей. Вы уверенная в себе, яркая женщина, да, действующая, интересующаяся многим, такая подвижная, которая за себя постоит. Прекраснейшая, энергетика ваша сейчас сильная, да, вы стремитесь к тому, что нужно вам. Ревнивая женщина, может быть, следите за кем-то, да,
Может быть, сейчас отношения ведете по переписке. Такое тоже может быть. Кто смотрит по гороскопу, также может быть женщина-представительница воздушной стихии по основному знаку, либо по асценденту. Вы сейчас думаете о каком-то мужчине, да, либо у вас рядом сейчас какой-то мужчина, переписка ведется с мужчиной, королем пентаклей, да, здесь либо мужчина земной стихии по основному знаку, либо по асценденту. По характеристике мужчина серьезный, приземленный, интересующийся материальной стороной вопроса, да, такой, который ну, заботится, да, который ответственно подходит ко всему, да, который так вот все серьезно, материально, приземленно, да, все оценивает. Либо, может быть, вы сейчас думаете о том, что вам, ну, о финансах, такое тоже может быть. Так, да, шестерка пентаклей. Вы знаете, у многих здесь вы ждете либо, может быть, какой-то поддержки, помощи со стороны, либо, может быть, от этого конкретного мужчины. Не обязательно тут только финансовая помощь, хотя здесь и финансовая именно помощь, да. Здесь, может быть, ждете, чтобы уже конкретно взял ответственность, принял решение, да, проявил инициативу, либо действительно ждете от него, чтобы он вам помог. Извините, иногда буду прикрывать немного карты, вот. Не очень любят здесь вот, да, на этом ресурсе эту колоду, поэтому умеренность. Вы сейчас, вы знаете, ждете, выжидаете, может быть, ничего так не происходит, как вы ожидали, планировали, да, вы ищете гармонию, не понимаете, какое решение принять, да, если должны были принять, определиться, почти определились, но пока еще не уверены, может быть, да, не торопитесь, все хорошо, все правильно здесь. Вот, что еще? Двойка чаш. Вы знаете, вот по этому раскладу вы любите, и любовь у вас взаимная, совместная. Мужчина тоже вас любит. Отношения любовные, отношения прекрасные. Двойка чаш – лучшая карта в колоде, одна из лучших карт в колоде на отношения. То есть вот вы влюблены, мужчина, который, вот, да, о котором вы думаете, он тоже вас любит. В этом даже не сомневайтесь, ничего не происходит, но вы знаете, здесь у тех, кто знает, здесь может быть замешан любовный треугольник, да, но чувства здесь у вас есть, да, и когда вы вместе, вы испытываете радость, вам комфортно, вам спокойно, да, вам весело, вам здорово вместе. Вот. Кто-то здесь мечтает, планирует свадьбу, может быть, да, либо перемирие, урегулирование ситуации. Такое тоже может быть. Вот. Давайте посмотрим, а что же все-таки вас ожидает этой осенью? Основной наш вопрос, да? Давайте смотреть. Шестерка чаш. Вы будете думать об отношениях, будете думать, вспоминать что-то, да, что было, может быть, отношения какие-то, думать о каком-то мужчине, с которым уже с которым вы уже знакомы. Да, такое тоже может быть. Будет дан какой-то шанс, либо встреча будет с этим мужчиной, да, как-то ситуация прояснится, шанс какой-то будет дан обязательно, да, причем, видите, ну, будет дан шанс, либо будет встреча с новым мужчиной. Опять же, кстати, земная стихия, здесь рыцарь пентаклей, да, проигрывается. Земная стихия по основному знаку, по асценденту, либо, может быть, мужчина, заинтересованный в финансах, думающий о материальной стороне вопроса. Это неплохо для мужчины, да, серьезный, ответственный, да, здесь мужчина также может быть чуть моложе, может быть, вас, либо просто моложавый, да, но либо будет встреча с вот новым таким мужчиной, либо с вот этим вашим мужчиной, либо мужчина ваш выйдет на связь, даст о себе как-то знать, да, проявит какую-то инициативу, да, вот здесь вот так. Но как что-то прояснится, будет какой-то шанс.
Что? Ну, вы переживаете, да, по какому-то вопросу, сложности, какие-то сложная ситуация, может быть, да, и на самом деле она изменится, эта ситуация. Изменится так, что либо вы поймете, что не нужно на что-то, да, так реагировать, и что сделать вы ничего не можете, поэтому нужно принимать ситуацию, не обращать ни на что внимания и двигаться вперед, да, либо захотите начать что-то с нового листа, да, просто не думая о том, что было, не думая о том, какую боль вам кто-то, может быть, причинил, о тех страданиях, которые были, о тех сложностях, которые были. Решите, может быть, двинуться в новую жизнь. Да, здесь что? Будете либо вкладываться в отношения, да, трудиться, работать, трудиться будете, да. У кого-то здесь может быть новое место работы, да, вот, то есть было все сложно, и вдруг найдете работу, устроитесь. Если, кстати, вот так проиграете, обязательно напишите. Мне вот это важно знать, да, как, что проигрывается, вот ваша ситуация сейчас, да, и что, если вот сможете, обязательно напишите в комментариях, как вот у вас проигрываются, да, данные карты, данное прочтение информации. Вы посмотрите, влюбленные здесь. На отношения, может быть, у вас будет встреча, да, по судьбе с кармическим партнером, да, может быть, у кого-то будет сделан выбор, кто знает, что он в любовном треугольнике. Если вы не знаете, придумывать не нужно, да, но будет что-то, сделан выбор, встреча с партнером, посмотрите по-другому на ваши отношения, да, проще, легче начнете смотреть на все. Такое тоже может быть. Давайте посмотрим, а что вас ждет именно в личной жизни? Этой осенью в личной жизни. Так. О, ну, страсть. Будете, да, вот страсть, может быть, у кого-то будет развиваться роман, может быть, страсть, да, вспыхнет заново. Будете взвешивать, качели будут, да, страсти кипеть, качели будут, ну, страстные такие качели. То есть вам вроде бы, да, и не нравится, а в то же время нравится. Посмотрите, дьявол, отношения, сильная привязка будет сексуальная. Аккуратнее смотрите, да, с какими-то привязками. Алкоголь, вещества, изменяющие сознание, да, контролируйте себя. Это только тех, кто знает, да, что вот, кто не знает, здесь будет сильная сексуальная привязка, кармические отношения, и кто в них уже, они будут продолжаться, страсть, 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 очень яркие, кто ждет встречу, она будет яркой, страстной, очень незабываемой, ну, кто в любовном треугольнике, да, ваши отношения тайные, ну, страсть ваша не уляжется, не утихнет, да, вы будете продолжать эти отношения. Ну, это я говорю для тех, кто знает, да, что он в такой ситуации и смотрит именно на эту ситуацию. Что еще в личной жизни вас ждет осенью? Суд. Знаете, будет какое-то разрешение ситуации, разрешение изменения. У кого-то восстановление, может быть, семьи будет, да, у кого-то наоборот, кто ждет развода, будет развод, да, все будет хорошо, пройдет. Каждый его свои цели, да. У кого-то здесь будут очень страстные, ревностные отношения, либо мужчина появится, рыцарь мечей, да, мужчина воздушной стихии, ревнивый, мужчина по переписке, мужчина на расстоянии, да, либо с ним как-то будут изменяться отношения, трансформироваться, да, что-то будет происходить по характеристике активный, яркий, конфликтный, храбрый, да, такой мужчина, вот, который следит, да, шпионит и так далее, да. Вот. Может быть, будет преодолевать трудности этот мужчина какие-то, которые стоят у вас на пути. Что еще? Король чаш. Любить вас будет мужчина, либо мужчина водной стихии здесь может проигрываться, да, по основному знаку, по асценденту. Влюбленный, увлеченный собой, своим внутренним миром, да,
своими чувствами, эгоистичный, да, для него вот чувства важны, эмоции важны, комфорт очень важен. У вас прям активная будет личная жизнь, вы посмотрите. Кстати, все стихии могут сочетаться. Например, мужчина может быть по основному знаку воздушной стихии, по асценденту водной, либо наоборот, да, либо просто по характеристикам подходить. Да, ревнивый, там, чувствительный, эгоистичный, следит, наблюдает, там, да, контролирует. Такое тоже может быть. Либо, ну, отношения могут быть в переписке. Вот. Четверка мечей. Ну, все будет у вас, знаете как, так же, как и есть сейчас. Будет вот активного развития, прям не ждите, да, в личной жизни. Все будет, вот как есть, так и будет и дальше. Если будет новая встреча, отлично, но там не будет сразу ярко прям все развиваться. Ну, как бы все спокойно, нормально. Вот. Колесо. И все это будет вам во благо. Понимаете, колесо фортуны здесь выходит, да, колесо сансары, когда новый этап начнется в жизни. Будут какие-то изменения судьбоносные, может быть, да, но это не значит, что они плохие, это наоборот хорошие. Посмотрите, какие яркие, красивые карты, да. Что еще? Четверка жезлов. У кого-то здесь будет стабильная страсть, да, стабильные страстные отношения. Ну, читают колоду, как она есть. Вот. Да, у кого-то воссоединение семьи, обретение семьи, обретение стабильных отношений. Вообще четверка жезлов у нас в классическом таро это карта семьи, отношений, да, серьезных. Карта веселья, восстановления отношений, праздника. Здесь карта страстная, стабильной страсти. Рыцарь чаш. С кем? С мужчиной, может быть, во водной стихии, моложавым мужчиной, да. С ним вы будете, с этим мужчиной, вот которым, да, о котором думаете, к которому яркая страсть, притяжение, с которым очень сильное, страстные отношения, да, к которому влечет вас, с которым, может быть, да, постоянно какая-то идет борьба, выяснение, может быть, отношений. Почему? Потому что страсти. Потому что страсти кипят, потому что мужчина влюблен, потому что ревнует, потому что хочет быть с вами. Ну-ка, еще дотяну. О, тройка мечей. Берегите свое сердце, не переживайте так. Кто в любовном треугольнике, но вы же знаете, что вы в нем. Не рвите себе сердце, не переживайте. Да, все само собой разрешится, понимаете? Вот примите ситуацию, как есть здесь. Да. Не впадайте в депрессию, не копайтесь, не нужно этого делать. Вот это может быть, такие энергетики могут вас посетить осенью, да, либо вы, может быть, почувствуете себя где-то, знаете, одинокой, оставленной, брошенной, не хватает внимания. Не надо поддаваться, так должно быть, так развивается, не впадайте в негатив. Вот об этом. Потому что если вы поддадитесь этим энергиям, можно здесь, ну, сильный негатив подхватить, среагировать как-то болезненно на то, что не стоит, да, либо вспомнить про третью сторону какую-то, которая была, есть, да, либо, я не знаю, вы ее придумаете себе, да. Не надо, не реагируйте здесь. Вот если это возникнет, такая энергетика, не надо. Не надо, все развивается так, как должно быть, понимаете? Не рвите себе сердце, поберегите свои чувства. Вот, ну и давайте, знаете, дотянем вот реальную карту совета. Давайте посмотрим, какой вам совет дается на вот эти осенние месяцы, сентябрь, октябрь, ноябрь. Мир. Понимаете, если будет возможность помириться с тем человеком, с которым вы в ссоре, миритесь. Если будет необходимость переезжать, перемещаться, куда-то ехать, перемещайтесь, передвигайтесь, так должно быть, так вам во благо. Будет восстановление отношений, вот хотите вы этого, восстанавливайте, да, все будет складываться. Будьте гармоничный, вот думайте о себе и ищите комфорт для себя, да. Ух, не торопитесь, обдумайте все, не торопитесь, примите ситуацию, вот повисите просто, да, повисите, дайте возможность другому, может быть, человеку проявиться, не реагируйте остро, да, не торопите события, не принимайте решения.
И вы посмотрите, одни старшие арканы, звезды. Двигайтесь к своей мечте, двигайтесь к тому, что вам важно, к тем целям, которые вы ставите, да, к тому, что считаете главным для вас. Не забывайте, что вы можете достичь всего. Вы прекраснейшая женщина, да, вы звезда, которая светит, которая освещает, и у которой все будет хорошо. Да. Ну, такой расклад получился. Очень мощный совет. Одни старшие арканы. Да, очень мощный расклад, прекраснейший, красивейший. Из всех трех позиций, что я сегодня раскладывала, это, наверное, самый яркий. Ну, здесь такие карты, да, поэтому и раз вы выбрали эту колоду, значит, так и должно было быть. Пожалуйста, пишите, как проигрываются у вас расклады, да, как у вас вот эти сигнификаторы проявляются, советы, да, сейчас ситуация, как будут проигрываться. Мне это очень важно в моей работе, в моих раскладах. И также прошу вас, не стесняйтесь, пишите в комментариях всю информацию, которую хотите, чтобы узнала я, либо другие зрители, да, подписчики. Это всегда очень интересно. Я вам желаю гармоничной энергетики, прекраснейшей энергетики в эти осенние месяцы, сентябрь, октябрь, ноябрь, да. Желаю вам находиться в гармонии с собой, огромного счастья, большой любви. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До свидания.